Здравствуйте, дорогие друзья! Вы долго этого ждали. Такой таро-прогноз у нас сегодня будет. Что вы долго ждали, что исполнится очень скоро и как это исполнится. Ситуация, которая вас волнует на сегодня. Что же такое важное у вас происходит, о чем нужно знать. Итак. Здесь выходит непростая ситуация, связанная с мужчиной из государственных инстанций, с каким-то человеком, с которым очень трудно договориться. Человек, возможно, семейный, либо на стадии развода. Но какая-то неприятность у этого человека в семье. Хочет ли этот человек быть вместе с семьей, либо у него какие-то определенные другие задачи. Итак, полна решимость у этого человека, но может быть закончить с какими-то, конечно, неприятностями. Неприятности, связанные именно вот либо с должностью, может быть, на работе, но от власти. Вот вся болезнь от власти, от какой-то, может быть, даже ошибки, которые совершили ваши коллеги, может быть, ваши друзья. И есть вот такие люди, которые на вас давили, которые не хотели, может быть, исполнения вашей мечты, либо указывали, вот такая работа, у кого-то была бизнес по указке, скандал на работе, я здесь вижу. И такой скандал, который связан, возможно, и с какими-то документами, может быть, были утеряны документы, либо действительно распоряжение, которое здесь могло идти не в вашу пользу, но нужно находить компромисс. И вот такой вот компромисс здесь найден, можно даже сказать, уже есть какая-либо примиримость к этой ситуации, уже есть договоренность. Было неприятно, не очень хотелось устраиваться на эту работу, не очень хотелось иметь контакт с неприятными людьми, но пришлось. Но пришлось из-за чего? Из-за того, что, возможно, такая здесь ситуация выходит, когда человек либо встречает вот именно свою родственную душу, свою вторую половинку, человека по любви, другого человека. Если в случае разрыва, если у кого-то были не очень приятные отношения, то они здесь могут разорваться. Но разорваться может быть либо временно, либо по согласованности. Здесь идет согласие другой стороны после каких-то неурядиц. Либо ваше согласие, либо согласие других людей. Что да, мы остаемся друзьями, нас объединяют какие-то общие, может быть, бизнесы, дела, общие семейные какие-то обязательства. Мы остаемся пока вместе. Ну и в случае, если вам человек этот дорог, вы с ним уже прожили не один год, то, конечно, здесь ситуация может быть даже сиюминутная. Ну вот и есть такие карты у нас вышли, говорящие о том, что есть какая-то неприятность. Но из этой неприятности очень скоро вы должны выйти и найти вот своего союзника, своего единомышленника. С этим человеком помириться, либо другого найти, потому что шикарные карты у вас вышли. Карты любви, карты встреч, карты радостных событий в доме и какой-то праздник, торжество, примирение, возможно, состоится. Вот идет к вам навстречу человек. Может быть, какая-то была ошибка допущена, но эта ошибка исправится. Если ситуация вас волновала с работой, с бизнесом, то здесь вы находите компромиссы. Либо документ найдется, если он был потерян, либо ошибка исправится. Ваши страхи должны уйти. Вот здесь есть страхи из-за каких-то обязательств, из-за того, что я должен был сделать и не сделал, я сделал неправильно. Может быть, и долг ипотечный, какие-то кредиты были, либо трудоустройство было очень трудное, может быть, какое-то собеседование трудное, и какие-либо экзамены. Может быть, кто-то издавал такие экзамены, допустим, новый язык изучал. Ну вот были здесь неприятности, и неприятности должны выйти. Еще одна карта у вас здесь вышла. Партнерских крепких отношений. Поддержку вы здесь должны получить, если уже не получили. Вот-вот это случится. Ждите какого-то согласования, может быть, каких-то писем определенных, радостных известий. Но если кто-то просто переживал и нервничал о своих родных,
которые уехали далеко, у которых проблемы, то у этих людей тоже все наладится. События, которые вот-вот произойдут, смотрим, что же такого еще интересного произойдет. Итак, ваши свершения, оправдаются ли ваши надежды? И мечта здесь есть. Я вижу здесь человек, ну, вот такой вот может быть, с какой-то детской непосредственностью. О чем-то думает, мечтает, но делает какие-то неверные шаги. Ну, и благодаря, может быть, какому-то определенному человеку, который здесь вышел, который здесь появился, вы сделаете правильный шаг. Вас как будто здесь поддерживают от неприятностей. Что за человек такой? Посмотрим его энергию. Человек откуда-то издалека. Либо это человек, ну, буквально, может быть, тайный поклонник для кого-то появится. И если есть такая влюбленность, а здесь по картам проходит ситуация неразделенной любви, такие неответные, может быть, безответные чувства, либо накануне кто-то поссорился, то здесь человек сделает первый шаг. Вы не делаете первый шаг, человек сделает первый шаг, выйдет из той тени, покажет вам свои чувства. Ну и также какая-то поддержка от определенного действительно мужчины здесь выходит для вас. Человек достаточно такой эгоцентричный, можно сказать. Он привык быть лидером, привык, может быть, чтобы ему поклонялись, его мечты исполняли. А если вы не хотите этого делать, то он будет настаивать на своем. Но в данном случае вам нужна будет вот эта вот поддержка его. Может быть, какое-то письмо от него. Лучик надежды. Вот надежда вам нужна, и вы должны ее получить. Все-таки этот человек вам ее предоставит, эту надежду. Ситуация связана действительно с какими-то отношениями, с непростыми отношениями в семье, либо вот, может быть, в вашей деятельности. И здесь еще одна семерка мечей, две семерки мечей и еще одна луна. Возможно, здесь вообще нет терпения, не хочется общаться с таким человеком, но вот какой-то эгоцентричный человек. Либо есть мечта вырваться из этих отношений. Какая-то вот неприятная, здесь идет неприятное сообщение, неприятный взгляд, меланхоличность. Я думаю одно, я мечтаю об одном, это неосуществимо. И тут вы понимаете, что есть другая сторона, оборотная сторона, либо того человека, либо той ситуации. Здесь уже предпринимались шаги, чтобы узнать правду, выяснить отношения, исправить какие-то ошибки, контакты. Но как-то вот все не получалось. То есть вам нужен будет вот союзник, помощник. Либо, если вам нестерпимо хочется видеть этого человека, то вы его увидите. Только будет вопрос стоять в другом. Нужен ли вам этот человек и понравятся ли вам эти отношения. И я вижу здесь еще одна ситуация, когда есть какая-то неразделенная любовь к определенному человеку, но и связывают отношения, какие-то бывшие отношения. Хочется вот разорвать какие-то узы, путы, хочется найти правду, либо наоборот уехать, не находя даже правды. Пусть остается все как есть, но я хочу быть свободным. Нет возможности быть свободным, но есть заветная мечта в виде человека. И такая тоже ситуация у кого-то, возможно, есть. Возможно, в этой ситуации задействовано много людей. Может быть, ваши дети, какие-то еще знакомые, родственники, от которых, может быть, зависит результат. То есть зависит вообще ситуация. Невозможно вырваться, потому что есть дети. Невозможно переехать, даже вот такое вас кого-то волнует. Ну, потому что дети еще учатся. У вас уже такой настрой идет что-то изменить. Мне уже надоела эта ситуация. Я хочу ее изменить. У меня есть ориентир, у меня есть мечта. Но придется как будто ждать. Вот это время ожидания. Что же вам нужно делать в этой ситуации непростой в своей жизни? Придется подождать. Карта, в принципе, очень хорошая. Здесь вышла на результат, который говорит, что вы, может быть, даже идеализируете эту ситуацию, но если вы ее хорошо знаете,
все просчитали, то это исполнится. Ваша идеальная какая-то мечта здесь выходит. Идеальный человек, о котором вы думаете, он действительно появится в вашей жизни, действительно исполнится. Придется подождать, придется, может быть, общаться какое-то время с неприятными людьми. Ну, допустим, работа уже надоела, я хочу идти в отпуск, я хочу отдыхать. Но пока мне этот отпуск не дают, пока вот нет возможности. Но пока это время проходит, пока я жду, я занимаюсь своими детьми, своим домом, может быть, занимаюсь собой. Еще вот такая ситуация для кого-то будет важна, потому что есть мечта найти какие-то лучшие варианты жизни, стать привлекательной, стать, может быть, более успешным, конечно, человеком. Даже от мнения других людей, как будто вам даже кажется, что люди говорят о вас плохо, что вы одеваетесь плохо, что вы выглядите не так. И вот хочется выйти из этой некомфортной зоны. Но знайте о том, что такая возможность есть. У вас есть идеальная какая-то мечта, которую вы давно вынашивали, и такая возможность скоро поступит. Дело в том, что вы все-таки здесь человек такой самодостаточный и везучий, можно сказать, потому что у вас есть подушка безопасности, и вот есть какой-то мужчина, на которого можно опираться, у которого можно взять совет и которому можно прислушаться. Если такого нет, если вы живете одиноко и просто вам кажется, что что-то не так происходит, ну, нужно просто, может быть, взять какую-то консультацию, проконсультироваться, что-то выучить. Как-то вот не идет, вот туго идет вот именно познание, знание. Не хочется узнавать, либо не хочется идти в тот круг людей, которые дают вам эту информацию, даже если вы, допустим, учитесь, либо работаете. Люди же общаются, люди говорят какие-то новости и даже проговариваются о каких-то благополучных местах, но почему-то не хочется общаться, хочется быть человеком, который решает все сам. Но в данное время, если вам необходимо принять какое-то решение единолично, только для себя, то нужно подождать. Решение придет, ваше желание исполнится в скором времени.